Вчера вечером я получил интересное письмо по электронной почте. And at first I wasn't quite sure what it was about. И поначалу я не понял, о чем это. A man, I don't know anything about his age or anything about his life or anything Мужчина, я else, не знаю ничего о его жизни, о его возрасте. was in the public library in New York City. Он был в публичной библиотеке города Нью-Йорка. And I don't know the situation of why he was there. Я не знаю, почему он там был, какая была ситуация. But he said he was on the computer. Он сказал мне, что был он за компьютером сидел. And he was looking for Eastern spirituality, is what he put in Он the искал search. восточную духовность. В Восточной церкви, видимо, в поисковой системе. He said he was looking for Buddhism, Сказал мне, что он просматривал буддизм, Hinduism, and other индуизм Eastern concepts и of другие spirituality. восточные концепции духовности. And he said, up came Orthodox spirituality. И появилась духовная православная духовность. Я прошу прощения. And the first one was Isaac the Syrian. И первый, который им попался, был Исаак. He'd never heard of Syrian. Isaac the Syrian. Он никогда не слышал о Исааке Сирии. But what interested him was not Saint Isaac, И что его заинтересовало, это не святой Исаак сам, but Syria, а Сирия его because there's so заинтересовала. much commotion going on in the Middle East. Потому что столько много происходит бедствий на Среднем Востоке, So he opened it. Ближнем Востоке, вернее. And he gave me the quote that he read. Let me И find it here. он мне написал предложение, которое он прочитал, или выдержку. He said, this is the quote that was given from Saint Isaac. Это выдержка из святого Исаака. This life is given to you, O man, Эта жизнь дала тебе, человече, for repentance. для покаяния. Don't waste your life Не трать впустую свою жизнь on trivial pursuits. на обычные тривиальные преследования, поиски. And his first question is, what's repentance? И первый вопрос, который он задал себе, это что есть And there покаяние. was nothing that he saw there, and so Не было ничего такого, что он там увидел. it stuck in his head. Это как бы застряло у него в голове. He was looking for other things about Eastern spirituality, Он искал другие вещи о восточной духовности. and he thought again, what is repentance? И он опять подумал, что есть покаяние. If I'm supposed to have repentance, don't even know what it is. Если я должен совершить покаяние, не знаю, что это есть. So he said he looked again on the thing, on the YouTube И еще раз посмотрел на YouTube for repentance. покаяние. Guess who came up? И, как бы представьте, кто появился, Speaking on repentance. говоря о покаянии. So he listened to it, Послушал это. and he wrote an email. Написал письмо по электронной почте. Where can I talk to you? Где я могу с тобой поговорить? Can I see you in New York? Могу ли я увидеться в Нью-Йорке? So I began thinking about, Я начал думать о том, do not waste не теряйте впустую your life свою жизнь on trivial pursuits. на обычные, тривиальные, обыденные поиски и преследования. That hit me again. Это как бы меня тронуло вновь. The knowledge that we have are what we call knowledge as human beings. То, что мы называем знанием, будучи человеками. What is that all about? О чем это? For most of us, Для многих из нас. when we say knowledge, we also mean understanding. Когда мы подразумеваем знание, мы подразумеваем и понимание. And understanding we think is knowledge. А мы считаем, что понимание – это знание. The distinction between understanding and knowledge is important. Различие между знанием и пониманием достаточно важно. Knowledge Знание is the experience of man – это опыт человека because of revelation of God. в связи с откровением Божиим. What God has told us, shown us, Что revealed to Господь us Бог показал нам, что сказал нам, открыл нам. is our then response to God is knowledge. Это наш ответ Богу, это знание. We know, we experience, we have Мы relationship. знаем, мы испытали, мы имеем взаимоотношения. Knowledge is experience. Знание – это опыт. It's not rational Это understanding. не рациональное понимание. But we mix the two terms together Но мы путаем эти два as термина, if they're one and the same. как будто как бы были они одинаковыми. And they are not. Это не так. Modern man, that's us. Современный человек – это мы. We understand, or we think we understand Мы ourselves понимаем, или нам кажется, что мы понимаем себя due to our own rational exploration. в соответствии с нашим рациональным исследованием. How many times have you heard people say, Сколько maybe you раз said it yourself, вы слышали, говорили люди, или вы, может быть, говорили сами?
I only believe what I can see. Я только верую в то, что я могу увидеть. I don't agree with that. Я не согласен с этим. Therefore, it's not so. Поэтому это не так. I don't think that way. Я не думаю таким I have образом. my own God. У меня свой I собственный Бог. think differently. Я думаю по-другому. And of course, it's rationalism. Конечно, это все рационализм. It's not Рациональность. knowledge. Это не знание. It's not an experience of revealed truth. Это не опыт открытой истины. It has nothing to do with truth, rationalism. Это ничего не имеет с истиной, этот рационализм. We think Мы думаем, что that if we understand intellectually, что rationally, если мы рационально, интеллектуально что-то поймем, something is so or it is not so. нечто является таким или не таким. But understanding has nothing to do with truth. Но понимание ничего общего не имеет с истиной. Truth cannot be understood. Истина не может быть понимаема. It can only be known. Она может быть только известна или знаема. So what does that say to us as human beings? Это нам говорит человеком. Knowledge is about being, Знание – это быть. not about thinking. Это не о думании или Knowledge is about relationship, размышлении. И знание – это о взаимоотношениях. not about analysis, Это не rationalism. об анализе, не о рациональности. How wrong we have come in the period of rational man. Насколько уже мы много ошибались в период действия рационального человека. Man looks at himself Человек или люди смотрят на себя, in a phenomenological way. он как бы в таком феноменологическим образом. Those Greeks and their language, I tell you. Греки с языком. So it is, Сложно. we see something, and therefore we think what we see is what is real. Мы нечто видим то, и мы видим и считаем то, что мы видим, является настоящим. If I cannot intellectually understand it, Если это я не могу интеллектуально понять, and I cannot physically see it, и я не могу это физически увидеть, or I can't sense it, и не могу я это почувствовать, it's not real. это не настоящее. Only what I can understand, Только то, что я могу понять. only what I can see, Только то, что я могу увидеть. only what I can sense is real to me Только if что I'm я the могу rational man. почувствовать и могу понять, потому что я человек рациональный. So modern man Современный человек makes truth делает истину himself. сам. Создает истину сам. Modern rational man Современный рациональный человек thinks that the fountain of truth is himself. думает, что фонтан всяческой истины – это он сам. That his understanding of truth is the highest measure of all things. Что его понимание истины является мерой всех вещей. We hear that all the time. Мы слышим If это we've gone всякий раз. past third grade in school, that's all we've heard. Мы даже пройдя 3 класс в школе, все, что мы слышали. We think that critical thinking, Мы думаем, что критическое мышление, as we call it, is Как our мы называем? experience of ourself. это наш опыт себя, понимание себя. Everything we think that is worthwhile, Все, что мы считаем, что является как бы ценным, everything that is absolute, все, что является абсолютным, is what we can see, это то, что мы можем увидеть, what we can и understand, то, что мы можем понять, what we can feel. и то, что мы можем почувствовать. And therefore, И поэтому for modern rational man, для современного рационального человека critical understanding критическое вообще понимание is для simply мышления an experience, a phenomena. это просто опыт какого-то явления. What he sees, То, что он видит, what he то, feels, что он чувствует, what he can sense то, что он может почувствовать, прочувствовать, is real. является настоящим. And what he cannot see, И то, что он не может увидеть, what he cannot sense, и что он не может почувствовать, and what he cannot understand не doesn't может exist. понять, это не существует. If you approach life that way, Если вы подходите к жизни таким образом, through rationalism, через рационализм, life is superficial. жизнь становится искусственной, поверхностной. If you today Если вы сегодня went to the city поехали бы в город and you went to the symphony hall и попали бы в концертный зал филармонии and you heard an incredible symphony и услышали бы потрясающую симфонию, written by Beethoven, написанную Бетховеном, and you said, I don't want to hear the instruments. и вы бы сказали, я не хотел бы слышать инструменты, I don't want to see the musicians. я не хочу видеть музыкантов, I've never seen, I don't know anything about music. я ничего не знаю о музыке, I've never heard
his music. Я никогда не слышал его музыку. Just show me the notes. Покажите мне просто ноты. I don't know how to read them. Я не знаю, каким But I образом want to see the прочитать. symphony by looking at the notes. Я хочу видеть симфонию, смотря на ноты, просматривая ноты. You will not understand the symphony. Вы не Yet you see поймете симфонию. the phenomenological reality. Если There вы вот it is. эти феноменологическую реальность вы увидите настоящую, вы не поймете этого. But that's not the symphony. Это не симфония. And so the man who approaches life that way is on the superficial level. He doesn't Человек, который подходит к жизни таким образом, находится на поверхности. experience the total reality. Он не испытывает все настоящее, или цельное настоящее, или полное настоящее. And we see then the world После этого мы рассматриваем или понимаем мир and ourselves и себя in a very superficial level. в очень поверхностном плане. Man tries to explain himself Человек пытается объяснить себя in terms of things. в вещах каких-то, в случаях, связанных с явлениями. Ну, или объясняя себя некоторыми вещами. So what you do is the rational man Все, что делает рациональный человек, sees you as a biological entity. видит тебя как некую биологическую сущность. Like, you're so much water, you're so much Тебе столько whatever. воды, That's what you are. чего бы ни было, вот это ты есть. Not all. Не так. There is no such thing Нет такого, for что rational man для рационального человека, as an objective reality. как объективная реальность. For a rational man, everything is subjective. Вот для рационального человека все является субъективным. Because rational man can never know the objective truth. Потому что рациональный человек объективную истину знать или правду не может. Because truth is what he wants it to be. Потому что правда для него становится тем, что он хотел бы, чтобы это было. Тем, чтобы это было. Why did Jesus Christ say, Почему? Иисус Христос говорит, am the truth? я правда. Not this is truth. Он сказал, не это I'm правда. truth. Он сказал, я правда. Because truth is something you relate to. Потому It's что not something you истина understand. это что-то можно с чем-то иметь взаимоотношения, а не что-то, то, что можно понять. And without knowing truth, И без знания истины man begins to explain himself человек начинает объяснять себя, by looking at himself. рассматривая себя. And so looking in a mirror, Смотря в зеркало, seeing a reflection of himself, видя отражение себя, he thinks he understands himself. он думает, что он себя понимает. And all he sees is a reflection. И все, что он увидит, только лишь отражение. He cannot see the truth about himself Он не может увидеть правду или истину о себе, because it isn't a matter of understanding. потому что это не является предметом понимания, It's a matter of knowing, является предметом знания. a matter of experience. И знание предметом опыта. This is the struggle we have today with people in spiritual life. Вот такие борения люди имеют в жизни духовной. They listen to the rational world, Они слушают этот рациональный мир, try to explain to them который пытается им объяснить that which cannot be explained rationally. то, что невозможно объяснить рационально. It can only be explained experientially. Это может быть только объяснено или понято опытным путем. Because it is not about something, Потому что это не о чем-то, it's about someone. потому что это о ком-то. And the Lord invites us И Господь приглашает нас to experience Him понять Его опытно in each other. друг в друге. There are people who come to the monastery Есть люди, которые приходят в монастырь, looking for a rational understanding of monastic life. которые ищут рационального понимания жизни монашеской. There is no rational understanding of monastic life. Нет рационального понимания жизни монашеской. Monastic life does not exist Монашеская жизнь не существует outside the living of it. за пределами проживания ее. It's like having a page full of musical notes. Это примерно так же, как иметь страницу, на которой написано множество нот. It's not a symphony Это не симфония. until you have instruments that make those notes come До to того life. момента, пока не появятся инструменты, которые дают жизнь этим нотам. And monastic life is not a book. И монашеская жизнь это не книга, It is not buildings or rules. это не здание или правила. You can read all the books in that library Можно прочитать все книги в этой библиотеке and never experience monastic и life никогда не испытать жизни монашеской. until you live the reality До того момента, пока ты не проживешь настоящее of love, в любви, of relationship, взаимоотношений, of obedience, послушании, of struggle, борении, of surrender of will, отказа от собственной of воли, humility,
смирений. None of those things are rational. И вот ничего из этого не является рациональным. All of them are relational. Все они являются как бы предметом взаимоотношений. And when we have difficulty with obedience, Когда у нас есть проблемы с послушанием, when we have difficulty with living with others, когда у нас есть проблемы, есть проживание с другими, when we have difficulty with praying, когда у нас трудности с молитвой, when we have difficulty staying where we are and being struggling, когда мы имеем трудности, оставаясь на том месте, где мы боремся, it all comes because we're trying to understand the life. все происходит из-за того, что мы пытаемся понять жизнь. It all comes because we're looking at life from ourselves. Все происходит из того, что мы смотрим жизнь со своей точки зрения, из нашего чувственного опыта. And we're not bringing it from the experience of God's revelation. И это не происходит из опыта откровения Бога. From surrender of will. От подчинения воли. And so we perpetuate our confusion. Мы продолжаем ту же самую жизнь. So I ask us just to reflect today. Я прошу, чтобы вы сегодня обдумали. Is your approach to life Является ли ваш подход к жизни rationalistic, рациональным phenomenological, или феноменологическим, or is it one подчиненным of явлением, experiencing through knowing God? или является опытом знания Бога? Is it the world's rational understanding of who and what is of value that you are living? И как бы из понимания мирского, в чем является ценности, по которым вы живете, в которых вы Or are живете? you struggling and trying to live with the understanding of God's path for us? Или вы пытаетесь жить в понимании того пути, который дал Бог нам? And he says, learn of me, Он говорит, научитесь от меня, for I am meek. что я смиренен, кроток и смиренен сердцем. And the world says, be aggressive. А мир говорит, будь агрессивным. The world says, take it, it's yours. И мир говорит, возьми, это твое. Cause war, don't surrender. Начни войну и не сдавайся. And so we get all confused. И мы все впадаем в разного рода And we are заблуждения. constantly looking for entertainment, И мы постоянно ищем развлечений, distraction, отвлечений. being happy И при этом быть счастливым, instead of being joyous and fulfilled, вместо того, чтобы быть радостным и исполненным. because it's all about our rational approach. Потому что это все о нашем рациональном подходе, It's all about our sensory experience. о нашем чувственном опыте It's all about our non-relational life. и о нашей жизни без взаимоотношений. The Lord says, I am the truth. Господь говорит, я есть правда. He says, I am the way. Он говорит, я есть путь. He is life himself. И Он жизнь в себе. Why are we looking elsewhere? Почему мы ищем еще где-то? As St. Isaac said to us, to this man today, Святой Исаак Сирин через этого человека нам говорит сегодня. let me say it so I can say exactly what he wrote here. He Я says, скажу вам точно то, что здесь this написано. life was given to you, O man, Эта жизнь дана была тебе, о человек, for repentance. для покаяния. Don't waste your life И не трать впустую свою жизнь on trivial pursuits. на тривиальные поиски.